Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! Собираем пасхальную корзинку. И, конечно же, хочу положить в нее вкусные домашние колбаски. Сегодня сразу две интересных начинки. Одна лучше другой. Оставайтесь с нами, будет просто и интересно. Начинаю с подготовления кишок. Я беру вот такие вот венгерские, продаются на рынках, в магазинах, упакованные в соли. Качество хорошее, я уже неоднократно в этом убедилась. Конечно же, кишки нужно хорошо промыть. Как я это делаю? Ищу краешек. Заодно и проверим целостность. Как красиво разворачивается в мисочке. Ух! Вот вам и фаршированные колбаски водичкой. Они крепкие. Эту соленую воду сливаю. И повторяю процедуру 3-4 раза. И поехали. Нужно же хорошо промыть. Красота какая! Кишки снова выкладываю в миску. Наливаю примерно 1 литр воды. И сюда же не полную столовую ложку уксуса, а вот так вот. Все. Оставляю так их примерно на пару часиков. А пока я начинкой займусь. Конечно же, для начинки нужно мясо. Часть мяса я нарежу на небольшие кусочки. Примерно вот так. Сильно мельчить не буду. Вот так. Класс. Перекладываю в миску. И продолжаю. Достала из морозилки кусочек вот такого вот постного мяса. Оно практически видно, да? Оно вообще без жира, друзья. И вижу, что мне его будет удобнее нарезать. Красотка ты! Вовремя вспомнила. Ой, ну тут еще проще. Это у меня телятина. Вообще в колбаски добавляю и курятину, и индюшатину. Тут, друзья, полет фантазии. И по мясу, и по специям. Красота. Тра-та-та. Пока будет мяско тут готовиться, оно подтает. Сочнее будут колбаски. Ну, а я продолжаю. Кусочек того, кусочек того. Молодец, хозяин. Ножи какие хорошие. Ой, какая красивая, да? Угу. Еще можно взять и порубить вот так вот его. Мягче будет в колбасках. Красота. Поехали в миску. Опа. И здесь вот так вот. И еще добавлю сало, потому что вижу, будет не сильно жирно. Какой на рынке. Ой, класс. Сейчас кое-что покажу. Как я выбираю сало. Беру вилку, они обычно есть. И вот так вот поддеваю. И посмотрите, какое мягенькое сало. Мягенькое-мягенькое. И кожица. Кто спрашивал меня, как вы сдираете кожу? Да, обыкновенно, посмотрите. Да, у хорошего сала шкура сама сдирается. Да. Оно еще просто видно, да, что оно еще не застыло. Оно еще, друзья мои, не застыло. Кто любит кожицу? Коллаген. Я люблю. Ну, будешь грызть. А я колбаски есть. Согласен? Ох, ты хитрая. Да что ты я хитрая? Я мудрая. Согласен, ты у меня мудрая. А не хитрая. Я тоже колбасы хочу. Да ладно, поделимся. Ну, вот такие вот тоже меленькие кусочки. И это в миску. Сюда же. Класс. А это жирненькое мясо нарежу на кусочки. Все, друзья, нарезка закончилась. Сейчас берем мясорубку. Я вставила самую крупную решетку. В эту же миску пропускаю эти жирненькие кусочки мяса. А сейчас, друзья, специи. Здесь у меня все очень просто. Чайная ложечка чесночной соли. По рецептам мы делились. Да, не буду добавлять соль для начала. Потом, в этот раз я хочу добавить чайную ложечку сладкой паприки. Вкусно и с ней, и без нее вкусно по-разному. Мясо все-таки, правильно, друзья? Конечно. Добавлю пол чайной ложечки хмели сунели. Ну и, конечно же, царь специй, черный молотый. Перец. Да. А что молчишь? Побольше давай. Уже в комментариях за тебя отвечают. Побольше перчика, побольше. Достаточно. Все. Соль я добавлю, если нужно будет потом. Сейчас берем самое надежное орудие труда, наши руки, и хорошо перемешиваем.
Фарш я никогда не отбиваю, чтобы колбаски были не плотными такими куском, а все-таки нежные, рассыпчатые немножко. И вкусные. Ой, вкусные, конечно, вкусные. Посмотри, и сало, и кусочки мяса. Все. Когда все хорошо размешалось, накрываю тарелкой и оставляю, пусть немножко промаринуется, так вкуснее. А я займусь второй начинкой, тоже очень интересная. Моя мама была просто в восторге от этих колбасок и сразу не поняла, с чего они. И очень расстроилась, когда на следующий день их уже не было. Понадобятся грибы, шампиньоны, граммов 500. А вообще, друзья, зависит от количества желаемого результата. Сколько колбасок хотите. Быстро их мою. Всегда их мою. Хотя вы мне пишете, что это неправильно, все же я их мою. О, мне так спокойней, когда они вот такие вот беленькие и чистенькие. Я думаю, нам будет достаточно. Сковородку на огонь. Опа. Берем кусочек сала и нарезаем на меленький кубик. Граммов так 200-300 будет у меня. Есть. Выкладываю в сковородку и начинаю топить. А пока сало топится, нарежу одну луковицу. Мелкий, крупный, тут уже не имеет значения. Как только на донышке сковороды появился хоть какой-то жирок, могу добавлять лук. Пусть здесь все вместе дружится. Немножко присолю и обжариваю до мягкости. А пока, друзья, можно и грибы нарезать. Прям рубим их. Так ножи ж острые. В темпе вальса. Слежу за тем, что в сковороде. О, вижу, у нас здесь все красиво. Сало еще немножко подтопилось. Лук начал подрумяниваться. И на этом этапе добавляю грибы. Аккуратно, потому что я здесь, друзья, нарезала, прям нарезала. И вот так. Делаю средний нагрев, чтобы быстрее выпарилась жидкость из грибов. Перемешиваю. А пока это готовится, друзья, займусь еще одним ингредиентом. Угадайте, каким? Картофель. Да, друзья, картошка. Натираю на крупной терке. На самой крупной, какая есть. Делаю это максимально быстро, чтобы картофель был светленький. А чтобы, друзья, не спешить, заливаю водой. Позже расскажу, для чего я это сделала. И продолжаю. Красота. Картофель оставляю в воде примерно на 10 минут. Для чего я это сделала? Чтобы, во-первых, избавиться от крахмала и избавиться, во-вторых, от вкуса картофеля. Вы не поймете, с чем эти колбаски, потому что они совершенно не отдают картошкой. Попробуйте, очень вкусно получается. Да, маме понравилось. Она и не поняла сразу, что это вообще за ингредиенты там, кроме грибов. Когда жидкость выпарилась, грибочки начали подрумяниваться. Смотрите, какая красота. Ой, как это вкусно пахнет. На этом этапе, друзья, добавлю специи. У меня это будет грибная. Я делаю сама. Просто измельчаю в кофемолке сушеные грибы. И сюда же капельку копченой сладкой паприки. Капелюшечку. Перемешиваю и прогреваю 30-40 секунд, чтобы специи хорошо открылись. Все, мои хорошие. Выключаю нагрев и даю начинке немножко остыть. Еще пару раз перемешаю, потому что сковорода нагрелась. И продвинемся дальше. Впереди самое простое и интересное. Я люблю фаршировать колбаски. А ты? А этим временем проверим, вкусный ли мы фарш сделали на колбаске. Сковородку на огонь. Так всегда делала моя бабушка, моя мама, и я так делаю, друзья. Делаю котлетку маленькую, чтобы только попробовать на соль, на специи, как оно будет все. И выкладываю на разогретую сковородку. Как только вкусно запахло, можно перевернуть. О, может, котлет нажарим? Нет, мы же обещали сделать колбаски. Колбаски так колбаски. Ух, какая сочная. Все, можно выключать. Ну красиво же. Конечно. Сейчас будем пробовать. Это очень вкусно. Во, на. Аня, остановись. Я тебя оставлю. Друзья, на соль идеально, по специям тоже. Это во. Закончим и вторую начинку. Картофель хорошо отжимаю и перекладываю в отдельную миску. Нашу зажарку вкусную. Ох, как она пахнет.
жирком совсем. Острых ощущений для мужа. Перчика мне. Так. И перемешиваю. Начинка готова. Да, осталось только ее немножко подсолить. Беру мясорубку. Я ее даже не мыла, друзья. Перекручивала мясо, так и оставила. Ставлю специальную насадку. Есть. Насадку смазываю растительным маслом, чтобы хорошо кишечка надевалась. Беру кишки. Я после уксуса их снова промыла, друзья. Так всегда все делают. И одеваю. Ну что, поехали? Поехали. Натягивать. Натягивай, любовь моя, натягивай. Харе, натягивай, харе, харе. Все. Да, поехали. Сильно плотно не набиваю, чтобы кишка осталась целая. Так, ну что мы с тобой сделаем? Колбаски, как обычно? Да, сосисонки. Сосисонки. Один краешек завяжу. Немножко освобождаю ее. Распределяю. Ну и начинаем крутить. Какие будем делать? Вот так, да? Да, на руку как раз. На руку. Оп. О. Погнали дальше. Какие колбаски. В магазине таких не купишь. Это точно. Да и на рынке сейчас тоже. Лучше сделать самим. Это очень простой, И в то же время легкий рецепт. да, и увлекательно. Опа. И с этой стороны тоже завязываю. Класс. Класс. Ставьте лайки, друзья, за такой простой и вкусный рецепт. Вот это у нас Пасха будет. И со второй поступаем так же. Да. Поехали, солнышко. Ставьте лайки. Мы справились. С картофельными поступаю так же само. Единственный момент здесь, что картофельные колбаски не нужно сильно набивать кишку. Они чаще лопаются. Колбаски выкладываю на противень. Здесь будут у меня картофельные. А рядышком одну партию мясных. Ничего, все будет хорошо. Я думаю, они здесь подружатся. Да? Обязательно беру иголочку и протыкаю колбаски. А для чего ты их потыкаешь? Чтобы кишка осталась целая. И эти. В нескольких местах. И отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 50-60 минут. Все. А вторую партию я немного подварю. Тоже накалываю. У меня уже кипит в кастрюле вода. Немного соли. Беру колбаски и аккуратненько их, ой, какие красивые, опускаю. Выдерживаю в горячей воде примерно 5-7 минут. А для чего мы это делаем? А для того, чтобы, Сережка, я заметила, после замораживания эти кишки лопаются, а так остаются целыми. Вот так вот, друзья. Закипели, не закипели, 5 минут отсчитываем и все. Аккуратненько, горячо. Опа. Ой. Сейчас мы их сложим красиво. Все. Остужаю и убираю в морозилку. Солнышко, ну что там? Давай, будем смотреть, что у нас с тобой получилось. Опа. Класс. Смотри, какая красота. А как же они вкусно пахнут. Это у нас мясные. Класс. А это, друзья, картофельные. А знаешь, Сережка, почему они у меня лопнули? Почему? Важно соблюдать температурный режим. Я изначально сделала очень высокую температуру, 200 градусов. 180 достаточно. Посмотри, какие красивые. Ой, класс. Ну ничего. Пусть остынут. А ну. Ой, красота. И будем пробовать.
Ой, хай думает. Я тоже что думала, что вот это сожгу все. Как говорит народная мудрость, друзья, и на старуху бывает проруха. Так сегодня и со мной. Я сожгла колбаски. Какие они должны получиться, вам Сережка покажет, потому что это не первые наши колбаски. А я показываю, что осталось у меня от всех. М? Ну нормально, Аня. И все же хочу сказать, еще раз акцентировать внимание. Ориентируйтесь по своей духовке. Температурный режим обязательно. И все же покажу. Хочу сказать, посмотрите, какие. Они даже хоть и подсушились, они все же остались сочными. Ну ты же говоришь, при гарочке это вкусно. Друзья, это очень вкусно получилось. Вот, серьезно. Это мясные. Угу. Где моя половина? На. Благодарю тебя. Ну а где ж такие? А вот с картошечкой. Тоже, видите, какие-то черненькие. Сережка, ты у меня чернявый, да? Черненького люблю. Сейчас, о, видите, тоже. Они у меня полопались, поджарились. Ну, друзья, забыла. Вот что значит заниматься несколькими делами одновременно. Всегда нужно делать что-то одно. Вот и с картошкой. Мне и с картошкой тоже нравится. Посмотрите, какой он красивый. Во, Серега. Это вкуснее, чем было в экспериментальном видео. Угу. Да, в этот раз они еще вкуснее. Во. Скажи. Вообще класс, они даже вкуснее, чем мясные. Да. Я тебе серьезно говорю. Друзья, получилось очень вкусно. Единственный момент, мы их передержали в духовке довольно-таки долго. Минуточек 30, 40, Да, мы просто забыли о них. а может 50. Мы даже не знаем, сколько они там провели время. Но, скажу честно, результатом я довольна, потому что это получилось очень вкусно. И мясные вкусные, сочные. Сало нужно ложить так прилично, как я показывала. Картофельные вообще в этот раз обалденные. Ну, Сереж, ты покажи, пожалуйста, те, что мы вот делали. Конечно, покажу. Какие они должны быть на самом деле у хорошей хозяйки. Ну а я пожелаю всем мирного неба, счастливой жизни. Да, и спокойно ко всему относиться. Сгорели, да и сгорели. Еще приготовим. Да. Мир вашему дому. Вкусно. А у нас еще и борщец такой. Смешной. Все, отлично.